Друзья, всем привет! Перед просмотром этого ролика попрошу вас подписаться на этот YouTube канал, если вы на него еще не подписаны. И давайте начнем разбирать приемы антицеллюлитного массажа. Так как целлюлит или по-научному липодистрофия – это структурное изменение в коже и подкожно-жировой клетчатке, поэтому воздействие массажное мы будем оказывать на кожу, а не на мышцы, как в стандартном классическом варианте массажа. Все приемы я продемонстрирую на зоне талии, но также эти приемы можно выполнять и на ногах. Первым делом выполняем приемы поглаживания и выжимания. Выжимание у нас два варианта. Первый — это плоскостное выжимание. Второй вариант — это выжимание гребнем. Этим приемом мы создаем лимфодренажный эффект для того, чтобы усилить отток жидкости от тканей. Следующим приемом выполняем прием накатывания. Захватывая кожную складку, мы ее смещаем в направлении паховых лимфоузлов и в направлении живота. Это также лимфодренажный прием. Второй вариант этого приема – накатывание гребнем. Аналогично захватывая кожную складку, накатываем гребнем в направлении лимфотока. Для связки приемов используем поглаживание. Дальше, для того, чтобы разогреть кожу и усилить микроциркуляцию, то есть приток питательных веществ к тканям, выполняем растирание. В моем случае показан прием пиления, но вы можете использовать любое классическое растирание. Следующим этапом работаем над эластичностью кожи. Используя прием S-образное разминание, работаем с кожной складкой. В первом случае формируем кожную складку в продольной плоскости и перемещаемся снизу вверх и сверху вниз от боковой поверхности к задней поверхности тела человека. И точно в такой же последовательности спускаемся вниз с задней поверхности на боковую, перемещаясь как бы змейкой. Приемы разминания – основные приемы в антицеллюлитном массаже, поэтому их выполняем много, совмещая с приемами выжимания. Выжимание, в свою очередь, стимулирует лимфодренаж, а разминание работает над эластичностью кожи. То, что, по сути, и нужно получить от антицеллюлитного массажа. Усилить отток жидкости и простимулировать приток питательных веществ. Следующий прием выполняется также S-образное разминание. Формируем продольную складку, но двигаемся от боковой части тела человека к задней и обратно. И также змейкой перемещаемся вверх и вниз, тщательно прорабатывая кожу и подкожно-жировую клетчатку. Этими двумя вариантами приемов S-образное разминание мы формировали продольную складку. Теперь, для того, чтобы еще лучше повлиять на кожу и подкожно-жировую клетчатку, мы будем формировать поперечную складку и прорабатывать ее приемом змейка, захватывая кожную складку подушечками пальцев и кругообразными движениями подщипываем кожу и подкожно-жировую клетчатку. Проходим в направлении лимфотока от задней поверхности тела на боковую. Следующий вариант этого приема – попеременная змейка. Двигаемся аналогично, но попеременно вращая подушечки пальцев. В конце каждого прохода можно добавить выжимание. И еще один более простой вариант этого приема – змейка с упором в ладонь. Ставим ладонь на ребро и второй рукой формируем кожную складку, также подушечками пальцев. Выполняем выжимание, создаем лимфодренаж и переходим к следующему приему. Следующий прием – перекрещивание. Мы совмещаем две складки, продольную с поперечной. Сводим руки, формируя поперечную складку, и растягиваем на продольную складку. И также проходим по всей рабочей зоне. Далее выполняем выжимание. На втором этапе выжимания можно выполнять гребнем, более глубокие и сильные движения.
И следующий прием – гребнеобразное разминание. Средними фалангами пальцев с упором в большой палец мы делаем вращательные движения. Этот прием разминания достаточно глубокий, и старайтесь, чтобы он не вызывал сильных болевых ощущений. Лучше всего делать антицеллюлитный массаж на грани боли, то есть человеку больно во время массажа не должно быть. Тогда вы не оставите синяков и не сделаете человеку неприятно. В заключении массажа выполняем щипки. Эти приемы больше относятся к вибрациям. Этими движениями раздражаем кожу, стимулируя приток крови. И этот прием относится, конечно же, к тонизации. То есть мы тонизируем кожу после того, как проработали над эластичностью и сделали лимфодренаж. После щипков выполняем серию глубоких выжиманий и перемещаемся на следующую рабочую зону. Надеюсь, видео было для вас полезным. Напишите свой комментарий. На канале вы также сможете найти и другие ролики на тему массажа. Увидимся. Всем пока-пока.